Друзья, всем большой-большой привет! В этом видео я покажу способ закрытия лицевой глади, при котором она закручиваться не будет. Если вы вяжете изделие сверху вниз и не планируете никакой либо планочки или резиночки. При таком способе закрытия лицевой глади последний изнаночный крайний ряд нужно будет провязать изнаночными классическими петлями, в том случае, если вы вяжете изделия бабушкиными петлями. При поворотном вязании поступаем следующим образом. Снимаем первую кромочную петлю, затем спицу сзади работы вводим в нижнюю петлю. Вот петля на спице и вот нижняя петля сзади наперед. И захватываем сверху вниз перемычку между петлями. Вытягиваем перемычку на правую спицу и переносим ее на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. Полученную петлю протягиваем через петлю на спице. И поступаем так до конца ряда. Вводим спицу сзади работы в нижнюю петлю, то есть в петлю предыдущего ряда. Захватываем нижнюю перемычку сверху вниз. Вытягиваем перемычку на спицу, вешаем ее на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. И протягиваем полученную петлю через предыдущую петлю на правой спице. На правой спице опять одна петля. И поступаем таким образом до конца ряда. Вводим спицу сзади работы, сзади наперед, в предыдущую петлю, в нижнюю. Захватываем сверху вниз перемычку между петлями. Вешаем ее на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой. Полученную петлю протягиваем через петлю на спице. И так далее. Сзади работы вводим спицу в нижнюю петлю. Вот петля на спице, вот ее нижняя петля, петля предыдущего ряда. Сверху вниз захватываем перемычку нижнюю и надеваем ее на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой. Полученную петлю протягиваем через петлю на спице. И вот так у нас получается. Я показываю на толстой пряже, но такой способ закрытия лицевой глади подходит для пряжи любой толщины. И так далее до конца ряда. Вводим спицу в нижнюю петлю, захватываем перемычку нижнюю сверху вниз, вешаем петлю на левую спицу, провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки и полученную петлю протягиваем через петлю на спице. Вот петля на спице. Вот она. Вот ее нижняя петля. Вот перемычка. Вводим спицу сзади наперед в нижнюю петлю, захватываем перемычку сверху вниз, вытягиваем ее и вешаем на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Провязанную петлю
протягиваем через петлю на спице. Так повторяем до конца ряда. И протягиваем через петлю на спице. На правой спице опять одна петля. И так далее. Вводим сзади наперед, правую спицу в нижнюю петлю, захватываем перемычку сверху вниз, вытягиваем перемычку и вешаем ее на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. Полученную петлю протягиваем через предыдущую петлю. И так повторяем до конца ряда. И на образце у меня осталась последняя петля. Это кромочная. Сзади работы вводим спицу в нижнюю петлю. Захватываем перемычку сверху вниз. Перемычку слегка вытягиваем, вешаем на левую спицу. И провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. Полученную петлю протягиваем через предыдущую петлю. И в конце ряда у нас осталась одна петля кромочная. Мы ее просто провязываем лицевой петлей. И полученную петлю протягиваем через петлю на правой спице. Все, вытягиваем вытягиваем конец нити, обрезаем его, вытягиваем и все, прячем кончик. Вот такое симпатичное закрытие получается. Туго петли не затягивайте при таком закрытии. При круговом вязании начинаем закрытие так. Вводим спицу сзади работы в нижнюю петлю, в петлю предыдущего ряда. Сверху вниз захватываем перемычку нижнюю между петлями, вешаем ее на левую спицу и провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. На правой спице одна петля. И повторяем. Вводим спицу сзади работы в нижнюю петлю. Вот петля на спице, а вот ее нижняя петля. Вот перемычка нижняя между петлями. Вводим спицу сзади работы, сзади наперед, в нижнюю петлю предыдущего ряда. Захватываем нижнюю перемычку сверху работы, слегка вытягиваем ее и вешаем на левую спицу. И теперь провязываем 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой петлей. Полученную петлю протягиваем через петлю на спице. На правой спице опять одна петля. И повторяем. Вводим спицу сзади работы в предыдущую петлю, в нижнюю петлю. Захватываем перемычку. Вот перемычка. Вот она. Захватываем перемычку сверху вниз. Слегка вытягиваем, вешаем на правую спицу, на левую спицу и провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. И протягиваем полученную петлю через петлю на правой спице.
Повторяем это действие до конца ряда кругового. Я показываю на образце. И протягиваем через петлю на правой спице. На правой спице опять одна петля. И получается такое симпатичное закрытие. Повторяем эти действия до конца ряда. На этом у меня все. Спасибо большое всем за просмотр этого видео. Обязательно поделитесь в комментариях, знали вы ли о таком способе закрытия лицевой глади, использовали ли вы его в своих работах. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если кто еще не подписался. Здесь еще много будет интересного и полезного. И до новых встреч. Всем пока-пока.